Здравствуйте, товарищи студенты! С вами Иван Потылицын. Сегодня мы говорим про Git и GitHub. Git — это распределенная система контроля версий. GitHub — это сайт, на котором вы можете хранить свои Git-репозитории. Это уже моя третья попытка сделать занятие по Git таким, чтобы вы комфортно и уверенно начали пользоваться им уже сегодня. И в этот раз мы зайдем с практики. Для начала я покажу, как мы используем Git и репозитории, создавая и развивая этот курс. Поехали! В самом начале работы над курсом мы создали репозиторий Get в аккаунте нашей лаборатории на сайте GitHub. В этом репозитории хранятся актуальные версии рабочих скриптов и описание к каждому заданию. Это приватный репозиторий, поэтому доступ к нему имеют только сотрудники нашей лаборатории и отдельно приглашенные пользователи. Вчера вечером дома я дописал сценарий к этому видео, для того, чтобы сегодня в классе читать его с Raspberry Pi. Но вместо того, чтобы копировать новую версию файла со сценарием на флешку или отправлять через Telegram, я добавил этот файл в наш репозиторий, сделал коммит и отправил изменения на сервер GitHub. Сейчас я покажу вам нехитрые действия для того, чтобы получить последнюю версию репозитория на Raspberry Pi. Для начала откроем терминал. Первым делом нам нужно добавить приватный ключ в SSH-агент. Убедимся, что SSH-ключ добавлен. Теперь перейдем в папку с репозиторием. И получим изменения сервера командой git pull. После успешного выполнения команды pull на Raspberry Pi будет точно такая же версия репозитория, как на сервере GitHub. А если учесть, что вчера вечером я отправил изменения репозитория с домашнего компьютера на сервер GitHub, то получается, на всех компьютерах есть одинаковая, последняя, самая свежая и правильная версия репозитория. Это удобно. Правда. Давайте теперь внесем небольшие изменения в файл сценария на Raspberry Pi, сделаем коммит и отправим изменения на сервер GitHub. Сделаем это при помощи Visual Studio Code. Допишем одно предложение в файл сценария и сохраним его. После сохранения встроенная в Visual Studio Code система контроля версий обнаруживает изменения в репозитории и предлагает их зафиксировать. Переходим в меню контроля версий, добавляем сообщение к коммиту, фиксируем изменения галочкой и отправляем изменения на сервер командой push. Давайте проверим, появились ли наши изменения на сайте GitHub. Изменения уже на сайте. Это означает, что, придя домой и выполнив команду git pull, я получу последнюю версию репозитория на домашнем компьютере. Давайте выполним этот трюк на домашнем Маке и на рабочем компьютере под управлением Windows. Посмотрим кучу разных инструментов для работы с Git и убедимся, что пользоваться репозиториями удобно на любой операционной системе, когда знаешь, что делаешь. Вот я и дома. На самом деле все видео уже смонтированы, а push и pull репозитория Get сделаны уже раз по 10. Но это не помешает нам посмотреть, как пользоваться Git на Mac. Мои поиски самого удобного и самого бесплатного графического Git клиента под Mac привели меня к программе Source3 от Atlassian. Выглядит она вот так. Если ее запустить, то она будет следить за репозиториями, которые есть на компьютере, и даже подсказывать, когда в них будут появляться обновления. У каждого репозитория можно открыть его собственное окно, в котором будут коммиты, ветки, авторы, хэши и даже изменения. Выглядит довольно неплохо. Но я так и не привык к этому интерфейсу, потому что 98% моего взаимодействия с Git приходится на рабочий компьютер под Windows. Давайте попробуем сделать pull. Сервер отклонил подключение, потому что мы не добавили приватный ключ. Давайте это исправим. И попробуем еще раз.
На этот раз успех, потому что мы прошли аутентификацию. Давайте исправим файл сценария к этому видео, сделаем коммит и отправим изменения на сервер. Добавим одно предложение. Сохраним файл. Как и на Raspberry Pi, у нас есть возможность сделать коммит и отправить изменения на сервер прямо из Visual Studio Code. Но мы намеренно не будем этого делать, чтобы показать разнообразие инструментов и, что самое главное, однообразие команд. Сделаем коммит через source3. Выделим незакоммиченные изменения и нажмем кнопку Commit. Добавим сообщение. И сделаем коммит. Source3 предлагает сделать push. Не вижу причин отказываться. Выбираем ветку и нажимаем ОК. Проверим состояние нашего репозитория на сайте GitHub. Наш коммит тут как тут. Давайте теперь сходим на работу и попробуем получить последнюю версию проекта с сервера на рабочий компьютер. Последняя точка нашего путешествия по компьютерам – лаборатория прикладных нанотехнологий. Действительно удобную работу с Git под Windows обеспечивают две программы, которые не идут в комплекте с операционной системой. В качестве SSH-агента используется программа pagent, которая устанавливается вместе с программой Putty. В pagent ключ можно добавить через графический интерфейс. Давайте попробуем сделать пул нашего репозитория через контекстное меню и Tortoise Git. Я уже давно не замечаю черепаху, которая летит в папку из интернета, но всех, кто встречает ее впервые, она веселит. Кажется, у нас получилось пройти на сервер аутентификацию благодаря pagent и вытянуть оттуда последнюю версию репозитория. По традиции давайте поменяем что-то в сценарии, закоммитим и отправим на сервер. На этот раз уберем вот это предложение. В VS Code под Windows тоже можно сделать commit и push, как говорится, не отходя от кассы. Кстати, в последние месяцы, когда нужно просто закоммитить пару файлов, я именно так и делаю. Но это мы сегодня уже видели, а сейчас давайте посмотрим, как работает Tortoise Git. Через контекстное меню откроем окно коммита. Добавим сообщение. Нажмем commit и отправим изменения на сервер. Убедимся, что и этот коммит попал на GitHub. Как часы. VS Code, Source3 и Tortoise Git — это далеко не все графические клиенты Git. Есть еще, например, GitKraken, у которого очень интересная рекламная кампания. Но для наших учебных целей предлагаю работать все-таки через терминал. Причем на Windows не через стандартную командную строку, а через Git Bash, который идет в комплекте с Git под Windows. В Git Bash можно сгенерировать SSH-ключ, добавить этот ключ в SSH-агент и пользоваться Git так же, как на Mac и Linux, чтобы не отставать. Кажется, пора вернуться в класс и подвести промежуточные итоги. Не особо вдаваясь в подробности, мы с вами убедились, что вместо обычной папки можно создать репозиторий, а вместо того, чтобы бесконечно копировать файлы, можно вести историю их версий. Для начала этого вполне достаточно. Чтобы начать пользоваться Git, технически нам понадобится сервер, рабочий компьютер и SSH-ключ. На сервере должна быть установлена серверная версия программы Git, на компьютере – клиентская. Для безопасного доступа на сервере должна лежать публичная часть ключа,
на компьютере приватное. Фактически нам понадобится 2 компьютера, 2 программы и 2 файла. Не так уж много. Необходимый минимум того, что нужно уметь для того, чтобы работать с Git, тоже небольшой. Для доступа к серверу нужно уметь создавать пару SSH-ключей, публичный и приватный, на своем рабочем компьютере. Добавлять публичный ключ на сервер, добавлять приватный ключ в SSH-агент на компьютере. На сервере нужно уметь создать репозиторий и настроить к нему права доступа. Основная работа с репозиториями происходит на рабочем компьютере. Здесь нужно уметь клонировать репозиторий с сервера, делать коммит репозитория, отправлять изменения на сервер и получать изменения с сервера. Обо всем этом подробно и по порядку мы поговорим в следующих видео. Начнем с протокола SSH, который сам по себе меньше всего относится к Git, но при этом вызывает больше всего недопониманий, сложностей и проблем. Не переключайтесь.